Так, раз-два, раз-два, раз-два. Ну что, ребятки, всем привет. Продолжаем. Продолжаем выживать в игре Frostpunk. Да, и кстати, шкалеры, поздравляю вас с 1 сентября. Так, ну что ж, кто у нас сегодня на связи? Айсбакс, привет. Сашка Плаксин, здорово. Всем привет, друзья. Привет, YouTube. Погнали. Секундочку. Надо вспомнить, так сказать, освежить память. Так. Минус 40. Кончается уголь. Время 8 утра. Ну, сейчас они начнут добывать, я понял. Так. К нам идут, получается, 10 человек. Через 2 часа будут. Так, а это что? Это возвращаются обратно. Возвращаются обратно мои бравые ребят, которые путешествуют по пустоши. По ледяной пустоши. Так, сейчас, секунду, давайте сразу же, наверное, что там, 10 человек. Посмотрим, сколько у нас койко-мест свободных. Смертей 0, это очень приятно. Это радует. 9 жителей. А сколько койко-мест? Арестова Гейм. Здорово, дружище, спасибо за 8-й лайк. Так, что-то санитарный пункт 5. Так, наверное, стоит построить еще один санитарный пункт, гайс. Как вы считаете? Асидрин, приветствую тебя. Наверное, да, я построю еще один санитарный пункт. Тем более у меня есть инженера. — 25 дерева. Так, погнали. Погнали. Кстати, смотрел сейчас презентацию от NVIDIA. Какие горячие карты показали. Прямо секс. По такой еще вкусной цене. Те, кто приобрел серию 20, серию 2080, 2060, 2070, я им не позавидую, конечно. Вот они сейчас кусают локти. Я так думаю. Но 3000 серию я бы себе взял. Сколько там плюшек идет вместе с ней, боже мой, какой прирост. Да, я буду облизываться на нее, когда буду в какой-нибудь ДНС, например. Да. Цены, конечно, еще вкусные. Ну, по крайней мере, заявил он 500 баксов. Это за версию 3070, это прямо, конфетка. А весной выйдет серия 3060, вот там прямо, думаю, баксов 400 будет. А то и 399. Так, ну что тут у нас? Так, ко мне пришли тяжело больные. Смогу ли я их вылечить? Думаю, смогу, если мы построим в срок. А что у меня с флагом? Что за сатанинский флаг? Надо срочно менять флаг. Мне не нравится этот огрызок. Так, найс. Все. Сейчас всех вылечим. Так, горячие ключи. Смоки Смок. Здорово, Дэн. У меня тут в связи с пожаром на линии вырубили свет. Сижу с телефоном. Блин. Смоки. Держись. Надеюсь, скоро починит.
Я надеюсь, твоего заряда на телефоне хватит на весь стрим. Пожалуйста. Так, ладно. Так, продолжаем. Так, что вы хотите? Это пойдет на пользу всем. Можно проложить безопасный маршрут до горячего стоп. Мы слышали, что в последней прибыли жертвы извержения. Они проделали изнуряющий путь. Мы с ужасом узнали, что почти половина скончалась... О боже мой. Скончалась по дороге, а остальные в критическом состоянии. Пожалуйста, помогите им, пока не поздно. Что там за тема с 400 баксами? Да это я рассказывал, что смотрел презентацию от NVIDIA по поводу 3000 серии. Боже мой, какие они роскошные. 400 баксов это... Я предполагаю, что будет ценник за 3060, который выйдет весной. Озвученные цены, ну, которые Хуан озвучил, или как там его там, глава NVIDIA, таковы, что 3070 стоит 500 баксов, будет стоить. На американском, европейском рынке у нас, конечно, будет дороже. Который топ-жир, это 3090, ну там просто какой-то ад в плане производительности. Цена у них будет 1500 баксов. Вот. Но нам и, как говорится, 3060 хватит. Будет самый, так сказать, идеальный вариант для нас. Так, безопасный и быстрый маршрут между поселениями мог бы предотвратить подобные трагедии в будущем. Наши люди не очень доверяют технологии, но даже они понимают его пользу. Мы готовы организовать поставку еды каждые 2 дня, если вы построите безопасный маршрут. Ну, почему нет? Кто-то скончался. 5 человек погибло. Ну вы гоните, что ли? Ну что такое? Ну что вы делаете? 5 человек погибло. Это беда. 3090 уже хочу. Ну поверь мне, ее хотят все. Ну блин, 1500 баксов. Это для нашей страны оверпрайс. Ну, для подавляющего числа населения. Но радует то, что, соответственно, цены на 2000 серию должны просто упасть дико. Ну, начиная, наверное, с конца сентября, там, плюс Новый год будут, наверное, распродажи. Ну и весной и того, так сказать, цены рухнут, ну, опустятся, как мне кажется. И, в общем, можно сделать покупку хорошую, выгодную, так сказать. Ну, тех, кто захочет обновиться и купить что-то новое. Фух, так, ладно, давайте вернемся к нашим горячим ключам и к выживанию. Поддержать температуру 1 день. Мне нужно еще продержаться 1 день, а также мне нужно, кажется, построить бараки. Сейчас, секунду. Надо все вспомнить, что я тут делал. Блин, капец, а я забывается все это дело, знаете ли. Мне кажется, такие стратегии нужно проходить залпом. Ну, как сел, например, и прошел. Склады. Палатка. Так, палатка. Барак. Что за барак? Ё-моё, он так далеко находится. Он вне зоны. Вне зоны действия. Так, а 3090 будет лучше, чем Титан? Вот это я не знаю. Ну, видишь еще окончательные характеристики. Ну, вернее, они показали 3090, какие там у него терафлопсы, адские цифры. Я насчет Титана не знаю, потому что я не помню какие цифры, я даже не видел их, возможно. Надо смотреть. На канале хороший выбор, кажется, трансляция в этой была. Так что можно будет пересмотреть. Ну, он ролик сделает. Отдельный, так сказать, коротенький. Так. Что делать? Технологии. Что я изучил? Транспортное депо. То есть не стало доступно. Позволяет отправить и получать грузы. Здесь можно формировать стройотряды, которые обеспечивают обмен поставками. 45 древесины и 20 стали. Но это важная вещь, кстати, смею заметить, потому что еда мне очень нужна. Ну давайте построим.
Нормально. Так, что у нас по углю? Самое главное не остаться мне без угля, когда будет минус 50. Ну тут день всего продержаться, я думаю. Справятся наши бедолаги. Желательно еще вот это запустить, производство. О, блин, из Найтбота не удалил про промокод. Блин, идиот. Сейчас, секунду. Не, ну я же сказал, 3090 они уже озвучили ценник, а 1500 уже на старте. 1500. То есть, ну, не 1500, а 1460, кажется так. Уже на старте. Да, и Добр Джек, приветствую тебя. И плюс наш НДС, плюс пошлина, ввоз. Соответственно, ценник уже будет. Ну, в районе, может, 120-130 тысяч за такую карту. Румикс, Майнкрафтер. Прочитай выше сообщение, пожалуйста. Румикс. Румикс. Какое сообщение? Я уже пошел, если про Nightbot, я пошел удалять информацию. Я забыл. Сейчас, секунду. Про промокод надо удалить. Сейчас, секунду, буквально секундочку. Ну, может быть, 2. Так. Где это? Таймеры. Да. Сейв. Хотя стоит, можно откорректировать. Все разобрался. Погнали. Майкл де Санта Фринклин, Франклин Клинтон, Тревор Филлипс, привет. Обожаю, когда ты заходишь, особенно прочесть твое имя. Это как скороговорка целая. Так, ну что, транспортное депо строится. Так. Стоп. Эй, стой. Надо запустить про исследование. Так. Что я сделал? Это все я сделал. Ясно, не нужно вот это вот делать. Ну, как говорится, надо, так надо. Погнали. Ресурсов, правда, мало, но... Клик-лак, приветствую тебя, спасибо за что заглянул, спасибо за твой лайк, за твой коммент, за твое внимание. Так, металл добывается, это строится. Угу. Так, пока вроде неплохо идем. Спасибо за 15 лайк. Спасибо. Так, что случилось у вас? Кладбище. Мольба ребенка. Капитан, мы нашли продрогшего до костей мальчика. Больше на девочку похож. Мальчика рядом со свежей могилкой на кладбище. Должно быть, он провел там много времени. Он хочет, чтобы вы созвали экстренное заседание. Говорит, если вы согласитесь, его мать проснется и придет. Типа у него умерли родители.
Тут даже вариантов никаких. Зачем делать вот это вот без выбора? Что это даст мне? Надежда упала. Могли бы просто дизморал сразу не кинуть. Так. Что по поводу... Румикс Майнкрафтер. Блин, завтра в школу по 14:20. И, кстати, завтра стрим. Придешь за 11 лайков плюс. Так, Румикс, поздравляю тебя с началом учебного года. Мы с тебя, так сказать, держим все кулачки. Давай. Принеси нам пятерки, как говорится. И сильно не буянь в школе. И там, наверное, сейчас новые правила. Надо носить маски и перчатки, поэтому давай, удачи. Так сказать. Мы тебя верим. Так, Смоук, как же это неудобно с телефона на стриме сидеть. Ну, кстати, соглашусь. Но в далеком 2010 году, в 2010, когда у меня появился телефон на Symbian, да, я даже смотрел YouTube через него, помню. Нет, я даже скачал фильм, загрузил его на телефон и смотрел. 1,5 часа целых. Хотя, наверное, многие сейчас смотрят через телефон те же видео и, собственно говоря, фильм. Поэтому это не какой-то челлендж. Не хочу пятерки там. Да там жесть, как в тюряге. В смысле, как в тюряге? В смысле, как в тюряге? Там что? Везде охрана, колючая проволока. И вместо еды баланда, что ли? Это же школа. Типа это. Храм знаний, все дела. Наслаждаться надо этим. Когда вступаешь в взрослую жизнь, начинаешь ценить и понимать, кстати. Так что ты можешь спросить нас об этом, так сказать, перенять наш опыт. Блин, в смысле? Время 4 часа, они только идут на работу или что? Это вторая смена, что ли? Хаски Атак, привет! Приветствую тебя! Так, ну что там у нас? Так, пока мы строим торговый маршрут, нужно снизить риск нового извержения. Ваши инженеры хотят затопить пещеры. В смысле, мои инженеры? Я такую команду не давал никому. Ваши инженеры хотят затопить пещеры и стабилизировать подземные потоки. Это остановит извержение и может повысить урожайность, но уничтожит заросли мха, которые мы используем как мягкое успокоительное. Мы настоятельно рекомендуем пробурить скважину, чтобы снизить давление. Время от времени извержение будет повторяться, но такова природа этого места. Да, видишь, смог, так сказать, знает толк в этом деле. Ну, вернее, мы все это понимаем сейчас уже. На данном этапе. Хаски Атак, как дела, мужик? Отличненько, спасибо. Все хорошо. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Хоть и осень такая считается, ну, временем таким депрессивным, но пока что вроде более-менее. Ну, еще нету этой слякоти адской, ну, знаете. Луж, я не знаю. Скверной погоды. Пока еще более-менее. Может быть, в середине сентября или в конце сентября начнется серость, депрессняк. Пока нормально. Так, затопить пещеры. Горячие ключи будут недовольны. Поставки провианта вырастут на 10 дней.
Так. Горячие ключи обрадуются, будут разблокированы скважины. Ну давайте скважину бурить, что делать? Я хз. Скважина это, по-моему, отличная идея. По-моему, отличная идея. Так, я почитаю сейчас, что мне нужно сделать. Так, через день. Так, у меня начнется понижение температуры, плюс постройте улучшенное депо для безопасного маршрута. Горячие ключи. А я что, сейчас не построил его? Улучшенное транспортное депо. Отправьте отряд строителей, чтобы поставить лагеря на безопасном маршруте. Так у меня рабочих нет. С этим проблемка. У меня 6 человек только. Вот как это надо делать. Так, отправьте сюда стройбригаду для постройки безопасного маршрута. 50 дерева, 75 стали. И надо плюс 10 человек, я так понимаю. 10 человек надо, чтобы сформировать этот стройотряд. А где мне взять этих хлопцев, гайс? Пока нет, пока не получается, но тут вроде сроки не поджимают. Но это не точно. Может быть, кстати, им что-то отправить? Обменять ресурсы на еду. Вот, улучшенное депо. 3060. Да, погнали. Сразу отправлю им. Надеюсь, я все сделал правильно. Так, давайте, ребятки, задавайте вопросы, что там еще у вас есть, так сказать, вопросики. Румикс, Майнкрафтер. Меня зовут Максим, а тебя как? Меня зовут Денис. Очень приятно. О, пошли, красавцы. И уперлись в невидимую стену. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой, так, 400 угля. Стоп. Достигли цели. Исследовать. Остальной мост. Сколько стоит мост? Рабочие распиливают мост. Мы заговорились с ними, но в ответ они начали ругаться и требовать, чтобы мы убирались. Какие-то мародеры, что ли? Найдено убежище. Мост, конечно, будет разрушен. Остановить их. Если мы победим, мост останется цел. Вопрос, а нужен ли мне мост? Так. Если мы победим, то получим немного стали. А если мы опиздюлимся? Прогнать их и разобрать мост. Не, давайте не будем разбирать мост, просто остановим их, вдруг мост потребуется. Нам удалось защитить знаменитый мост. Отлично. Хоть одна победа. Так, что здесь? Здесь убежище, как раз таки, с которым мы сможем начать бизнес. Еще один. Так, 3 сотки, не хватает округлой цифры. Жаль, что я с телефона. 3 сотки. Ты про донейшн. Да не расстраивайся, что-то.
У меня аж не последний стрим. Так, ну что, интересно, мы сможем пережить эту ночку? Ну или вернее день? Так, ну, к слову говоря... Блин, я не построил барак, ну вернее палатку. Тут же будет дико промерзать. Эх. Сейчас, секунду, может получится сейчас построить. Блин, 20. 10 стали. Ё, не хватает. Так, у меня по-прежнему, кстати, больных очень много. Может, надо какую-то больницу строить? Но мне пока недоступно. Так. Если я... лазарет. Лазарет. Вот же откроется лазарет у меня. Там можно будет построить лазаретик. Ромикс. Спасибо, конечно, что с 13 лайков подписался, но и я, так сказать, не смогу тебе ответить тем же. У меня только один аккаунт. Да, кстати, Смоук дело говорит. Все правильно. Главное, чтобы тебе нравилось то, что ты видишь, то, что ты смотришь. За что ты готов поделиться своим драгоценным лайком. Так, блин, еды нет. Капец, не все съели. Получается, поставка только будет утром. Поставка будет утром. Жестковато. Только что было, по-моему, 7 спайков или 60. Ничего, все съели. Так, 16 часов продержаться надо. 16 часов. Поддержите в домах температуру ниже отметки приемлем. Так, сейчас у меня... Кстати, мне кажется, я сейчас сольюсь. Знаете почему? Потому что я не выполнил это условие. Потому что приемлемо именно сейчас. А когда будет минус 40, мне кажется, это будет показатель ниже. И я не выполню это условие. Вот в чем проблемка. Давай, Колян. Гоняй, сгоняй. Блин, вот засада. Так, интересно, сильно их надломят. Ну, вернее, недовольство выросло, наверное. Блин, жалко. Мне, получается, надо было что делать. Мне, по идее, надо было улучшение обогревателей, что ли, прокачивать. Но я не успел.
Сейчас будет очень опасненько. Посмотри сообщение немного выше, ответь на вопрос. Денис, я подписался на тебя. Смоки, я могу еще... Видишь, ты говоришь вопрос, а я не вижу просто вопросительных знаков. Меня зовут Макс. Так. По поводу 13 аков я уже сказал, что спасибо, но у меня нету столько аков, поэтому я не смогу ответить тебе взаимностью. Короче, я проводил обещание. Да, как я и сказал. Ё-моё. Еще и 5 человек умерло, обещание нарушено, ё. Все потеряно. Все потеряно. Минус 50. Прохладненько стало. Стало очень прохладненько. Не представляю, как они будут работать здесь морозно. О, морозно, вернее. Сейчас еще раз посмотрю зоны, температуры. Так, тут прохладно, тут прохладно. Тут холодно. Тут опять же холодно. Тут холодно. Тут очень холодно. Может закрыть пока что. Я не понимаю, тут стоит у них обогреватель, он что, не добивает, что ли, до сюда? Короче, они будут болеть, мне нужно это. Пока что отключить склады все эти придется. Потому что они сдохнут у меня. Так, Хоррисон, привет. Ты не отписывался от меня? Покажи. Хоррисон, дружище. Ты не видишь, чем я сейчас занят? У меня подписки открыты, можешь просто посмотреть. Так, разведчики достигли цели, надежного убежища. Грустный конец. Обыскивая местность, мы нашли дверную ручку, торчащую из снега. Откопав дверь, мы нашли табличку. Всем ученым при использовании любых ресурсов просьба отмечаться у квартирмейстера по возвращению в город. Это все, что осталось от убежища. Лишь одна одинокая дверь. Ну, ладно, заберем дверь. 16 древесины. Так, а что у них? Что у них есть? Погоди. У них 27 стали, может вернуться до базы? Нет, ладно, я пойду сюда. Хотя нет, я дойду до глубокой трещины. Донат от 10 рублей. No. Ну прости. Просто, ну, как? По-моему, 10 рублей и так минимальная цена. У меня по дефолту стоит, то есть я ничего не прибавлял. Не убавлял, не прибавлял. Минималка 10.
Не, ну если у тебя нет возможности, пожалуйста, не надо. Не надо последние свои деньги, которые ты можешь потратить на обеды. Ну или сколько там обеды сейчас стоят? Что такое? Так, древесина добывается. Еда есть. Стали нет. Мне бы сталь в идеале. Опять сталь нужна. Короче, пока что пропускаем этот день рабочий, потому что, ну блин, они реально заболеют, некуда даже их деть, разместить. И это их с этим проблема. Ну вот, смерть, еще одна. Ах. Лютый холод, кстати. Средний риск заболеть, а тут просто очень высокий риск заболеть, поэтому не рекомендуется работать в таких условиях. Да ё-моё, ну опять. Это что такое? Горячие ключи. Мы крайне благодарны вам за предоставленные ресурсы и работу, однако хотелось бы разрешить одно недоразумение. Ваших людей беспокоят наши мертвецы. Ваших людей беспокоят наши мертвецы. Какого хрена их беспокоят мертвецы? Мы замораживаем их тела, чтобы впоследствии переработать их в компост. Они хотят построить кладбище и похоронить их, как в старые времена. Это противоречит нашим обычаям. Мы уважаем волю наших усопших. Они хотели вернуться в цикл жизни, а не томиться в вечной мерзлоте. Вы поможете нам построить компостную яму? Да, опять дилемка. Опять дилемка. Нет, мы построим вам нормальное кладбище, будут разблокированы кладбища, горячие ключи будут недовольны, надежда немного вырастет. Так. Будет разблокирована компостная яма, горячие ключи обрадуются. Так, короче, горячие ключи. Ну-ка. Что за компостная яма, алю? Это первое, короче, негативное решение. Ну, благосклонность очень высокая. Переговоры. У нас проблемы, нам нужна еда. В тяжелом состоянии. По идее, мне нужен был лазарет. Секунду. Смотрим что-то с ОБС. ОБС работает, все хорошо. Ладно. Весь день на ногах. Споки, пошел, пока приди. Пока приди завтра на стримчик. Давай, Румикс, спокойной ночи. Спокойной ночи. Завтра у тебя стримчик. Сейчас, секунду. Еще бы завтра. Ну, ты не написал во сколько? Стримчик. Супер. Все померли. Просто отлично. На кой хрен они вообще пошли ко мне? Зря я санитарный пункт строю, на лазарет просто строить. Надо быстрее промотать этот ужасный день. Пожалуйста, больше бессмертия, окей? Чёртово поселение. Мне нужно людей, короче, найти. Я ж мог попросить в горячих ключах людей. Ну типа вместо... Ну хотя... Да, важнее.
Ну, в общем, утром нужно карту в Майнкрафте скачать. Где-то в 9 часов, конечно. В 9 утра. А, Галактикус, приветики. Ты всегда вовремя, спасибо. Ну, типа 9 утра, это ж рабочий день, камон. Так, ну что у нас? В принципе, с углем проблем нету, с древесиной тоже нет. Короче, я день этот запорол, я даже не знаю. Может, не стоит переиграть, если посыпется все. Как карточный домик. Так, мне нужна еда. Мне нужна фуд. Так, ладно, завтра потеплеет, можно подрубить. И можно, наверное, даже пригласить работать с утра. Надеюсь, они не сильно расстроятся. Короче, пока что еще более-менее нормально, но в идеале бы еще пабик построить. Но у меня совсем нет ресурсов. Да. Сейчас у меня будет 2 дня, чтобы добыть ресурсов, кстати. Ну, и изучить, получается, этот, скажите, я скажу. Лазарет пока нет. Получается, нужно улучшенный обогреватель. Да. Глубокая трещина. Мы выяснили, что расщелина уходит за ледяной покров. Глубоко в скалу. Возможно, это результат тектонического движения, но камень мог треснуть и под тяжестью льда. Щель такая глубокая, что брошенные в нее куски льда исчезают без звука. Кроме того, она еще и довольно широкая. Пересечь ее будет непросто. Обнаружены места снегоход. Ясно. Короче, пока что я туда не пойду. Это не вызывает доверия. Все-таки надо добраться до сюда. Так, сейчас главное сделать упор на сталь. Чтобы все дружненько делали сталь. О, найс. Потеплело. Жизнь налаживается на 2 дня. Так, сталь. Секунду. Дерево технологий. Погнали. Так, а мы сможем запросить у этих хлопчиков? О, можно запросить, кстати, гайз. Сталь, древесина, еда. Только еду. Благосклонность горячих ключей ухудшится.
Да, но мне нужна еда. Сколько благосклонности? Блин. Да ё-моё, ну как... Низкая благосклонность. Ух. Ах. Но зато будет еда. О, кстати, мы можем подрубить древесину, чтобы бойцы быстрее добывали. Так, есть ресурс, тут ресурс есть. Так, следующим этапом... Ой, секундочку. Следующим этапом... Хотя... Может быть, все-таки сделать папчик? А, гайс? Сколько он стоит? Новая постройка паб. Можно также делать дом удовольствия и самогонщик. В течение 4 дней можно построить папчик. О, найс. А, блин, у меня ж, наверное, нет людей. Засада. Кстати, рядом с ареной можно построить. Идеальное место. И выпил, и подрался. Надо все равно что-то делать с непригодной пищей. Где мне найти людей? Где же мне найти людей-то, а? Так, через 3 часа будет готово улучшение. Через 3 часа будет готово улучшение, и надо будет построить... По идее, термоизоляцию нужно. И лазарет. Лазарет с паровым отоплением на 10 коек. Пациентов лечат быстрее, чем в санитарных пунктах, а тяжело больных обеспечивают хорошим уходом. Надо, по идее, стопудово это делать. Лазаретик.
Вот это как-то выглядит очень опасненько. Получается сутки, двое, что трое суток будет. Минус 50. Мы ж так понят видим. Ща папчик построят. Начнется веселая жизнь. О. О, надежда растет, неплохо. Давайте инженеров-то подпрягем. Так, отличненько. Так, и лазарет. Найс. Лазарет нужен. Так, и надо... О, прохладненько, но работать можно. Так, а здесь у нас кипяток прямо. А нет. Надо подрубить. Интересно, можно как-то регулировать? Нет, нельзя. Нет, стоит прибавить. Интересно, а почему здесь приемлемо, а здесь комфортно? Ну ладно. Самое главное стало приемлемо, то есть по кайфу жить. Правда, здесь это прохладненько. Как будто бы требуется еще одна тепловая зона. И здесь требуется тепловая зона. Ну, вернее, отопление. Так, ну что, еда пока есть, ресурсы в плане древесины пока что есть. Так, все-таки что? Бараки построить. Так, построю бараки, а дальше нужно ремонт. Так, 50 стали. Скважина. И помощь. 50 стали. Надо рабочие. Надо рабочих. О, неплохо. В принципе, низкий риск заболеть. Нормально. Самое идеальное место сейчас это... А, кстати, он начал работать. Все, найс. Они начали работать вечером. Все хорошо. Тогда я спокоен. Ух. В принципе, у нас сейчас сутки есть, чтобы добыть еще немножко стали. 70 стали, кстати, можно отправить. Скважину сделаем им. Увеличим благосклонность, может они нам пищу отправят. Да, пища есть. Так, сейчас, секундочку.
Ребятки. Хочу выпить чаю. Пейте чай. И будет вам счастье. Ух, хорошо. Как говорится, из этого фольклора, часик в радость, чефир в сладость, да? Просто это тюремная тематика, она так уже глубоко проникла в наш лексикон. Груз доставлен. Супер. Надеюсь, они нам отправят хотя бы немножко еды. Так, все еще низкое. Отношения нейтральные. Пора бы уже подружиться с нами. Камон. Ликвидируйте ущерб от извержения гейзер. Гейзер. Надо еще мне... где людей-то найти, а? Тут еще 11 дней, кстати, осталось. Зараза. Блин, по идее надо ссани, нужны... Боже мой, сколько надо решить вопросов. О, из кабака уже люди погуляли и пошли бить морды. Нет? Нет, пошли по домам. Можно принять еще какой-нибудь закончик. Похоронная церемония, а что они сделают? Те, кто отдал своей жизни на службе города, достойны высшей почести. Мы устроим для умерших церемонию похорон, чтобы вдохновить живых. После введения этого закона, следующий закон можно будет принять спустя сутки. Уровень падает. Уровень надежды... О, надо, короче, стопудово похоронную церемонию ввести. Это правильный шаг. О, сейчас еду привезут. Давайте, хлопчики. А, кухня-то еще не работает. Так, отлично, сейчас кухня заработает. Так, через 4 часа будет готов лазарет. Можно построить лазаретик. Снести, может быть, санитарный пункт один. Потому что 3 излишне, а один как раз самое то будет. Так, и надо что-то делать с этим пиратским флагом. Это он не жизнерадостный, он наводит тоску и печаль. Это типа гора черная, красное солнце. Такое. Так, у нас, кажется, проблема с углем, что ли? Что-то я не понимаю. Секунду. Ё-моё, гайс. Будет минус 50 и будет минус 60. Вы рофлите, что ли? Ё-моё. У меня проблемки с углем, кажется. Расход больше, чем доход, вернее.
Так, что делать? Придется выводить их в дневную смену. Но это уже после, наверное, вот этого цикла. Придется их поботрачить. Пока других вариантов я не вижу. Так, этих я переведу обратно, получается, на 8-часовой день. А этим придется поботрачить. Но в целом наше поселение при минус 40 жить может. Вот тут вот проблемки, конечно. Эх. Здесь, по идее, можно построить еще одну печку. И построить, ну, улучшить поселение, вернее. Ну, увеличить. Так, найс, лазаретик готов. Так, теперь надо что? Ремонт. Так, но перед этим нужно что-то сделать очень важно. Принять решение. Перед тем, как наступит апокалипсис. Так, ресурсы. Термоизоляция поста добычи. Дело хорошее, кстати. Большой склад. Паровая лесопилка. Грузовые подъемники. Позволяет использовать грузовые подъемники на армейском складе. Эффективность возрастает еще на 15%. Это хорошая тема. О, кстати, эффективное потребление топлива. Печи будут потреблять на 30% меньше. Вот это, наверное, надо делать. Мне кажется. Нужно термоизоляцию поста сделать. Да. Я принял решение, буду прокачать вот эту вот вещь. Потому что дальше ждут нас серьезные испытания в плане холода. Сколько? 7 часов. 7 часов. Может, им поработать сегодня? Пусть поработают подольше. Как раз закончат сегодня исследование, а завтра будут отдыхать, да, гайс? Так, ну все. Пока что я, наверное, ничего не смогу сделать без рабочих. Мне нужны руки. Мне нужны свободные руки. Кайф. Правда, я, похоже, забыл положить сахар. Ну ладно. Кстати, еда пока есть. Неплохо. Неплохо живем. Стоп. А если мы им отправим
М, Ремонт. Да? Ремонт. Так, стоп, 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 стоп. Надо... я же забыл, у меня же склад. У меня проблема со складом. Там же невозможно работать. Что я должен сделать, чтобы там было реально работать? Термоизоляция поста добычи, термостат, паровая лесопилка, грузовой подъемник. Как мне склад сделать, чтобы там было комфортно? Отопление. Расширение батареи, улучшенный поддув. Повышенная эффективность обогревателя. То есть только на третьем уровне, что ли, получается, мы можем что-то сделать? Но это же не круто. Термостаты, паровая лесопилка. Что-то как будто бы я где-то потерял момент. У меня чувствую, как будто бы отставание идет. Сто древесины, 50 стали. Пока не ясно. Пока не ясно, как быть. Блин, они ничего не успевают. Серьезно? 2 часа осталось. Ну хотя должны успеть. О, есть же чрезвычайные смены. Чрезвычайные смены. Ну это я, наверное, для вот этих использую, если вдруг у меня будут проблемки с углем. Для вот этих хлопчиков. Для поста добычи. Фу. Так, что дальше? Обычные угольные шахты, а также паровые и улучшенные станут на 10% эффективнее. Грузовой подъемник. Мне надо, короче, как-то утепляться. Ладно, пост добычи сделаем. Так, и... Так, ну хватит на лазарет. 30 и 20. 30-20. Давайте. Это мы удалим. В смысле вы голодаете? Тут же 70 пайков, алё.
Блин, надеюсь, делаю все пока что правильно. Но... Так. Но меня склад беспокоит. Прям очень сильно. Если я буду работать на 50, они же помрут. Так, сейчас, секундочку. Так, ну что, ты пережил похолодание? Нет, Колян, пока что нет. Сейчас, похоже, будет минус 60. Дальше по плану. Ну, вернее, по шкале. Ну, вернее, сейчас будет минус 50, а после будет уже минус 60 градусов. И я, честно говоря, не готов к минус 60. Возможно, минус 50 я бы еще пережил, но минус 60 это больно. Сколько он продлится по времени? День точно. Что будет дальше? Что будет дальше, неизвестность. Так, ну самое главное, теперь у меня есть лазарет. О, прямо кипяток. Прям комфортно. Так, и надо, короче, этих бедолаг переводить на обычную смену. Так, а вот этим придется поработать подольше. Простите, ребят. Ну, такая игра. Сейчас будут, короче, примерзать жопы. Аккуратней. Блин, опять еда кончается, а? Может запросить у них? Обменять ресурсы на еду? Вот по идее надо вот... Ремонт. Вот надо вот это вот сделать, наверное. Но мне надо... Мне нужны люди. Мне нужны люди. Просто адово холодно. Я не представляю, как они будут... О, тут всего сутки продлится такая температура. Минус 60. Но при минус 50 придется повыживать. Придется повыживать. Но всего лишь надо будет 50. Хотя бы до 40 бы откатилось. Давай. Все, жопка. Так, смотрим. Здесь терпимо. Так, здесь вообще идеально. При минус 50 просто супер. Вот здесь вот просто ад, адище. Холодно. Средний риск заболеть, но в принципе работать можно. Но это хоть что-то. Так, что касается этого места, тут прохладней. Холодно. Прохладней. Ладно. Что ж, я главный лазарет построил. Лазарет построил и думаю,
Мы спасем больных людей. Мы спасем от К-вируса всех, кто заболеет при нашем лазарете, который работает на угле. Но эффективность низкая, опять же. Нужно, короче, отсюда людей подцеплять и перевести в лазарет. Вынужденная мера. Кстати, у меня тут инженер был. 3 инженера. Ладно. В принципе, не так все плохо. Я думал, будет катастрофа. Нет. Даже добывается все. О, в Эпике раздавалась игра по типу это. Мне кажется, она хардкорнее. Я бы глянул, как ты с ней справишься. Раздавалась. А сейчас уже не раздается? Ну, я не знаю. Напиши название. Как она называется. Может, она есть в торрент-магазинах. Не, ну даже это хардкорное, признаюсь честно. Если тут все делать на, так сказать, отъебись, то придется перезапускать заново. Я помню, играл... Перед этим была DLC, как она называлась там? Последняя осень, кажется. Так я, блин, там подзапарился. Наверное, приходилось практически заново начинать 3 раза. Практически заново. То есть я откатал стрим и запорол. Потом следующий стрим откатал, то есть это 2 часа, опять запорол. И только на 3-м стриме мне получилось пройти. Ё-моё, у меня аж еда опять кончается. Короче, надо придется... Может отправить им? Ремонт 60. Так, у меня 75-90. Окей, как свет дадут. Как свет дадут, напиши. Так, 75 и 90. Что у меня по древесине? Древесина кончается еще. Кончается древесина. Кончается уголь. Хотя еще хватит, но... Сейчас давайте на экономику посмотрим. А нет, в принципе, когда они работают удлиненный день, то в принципе нормально все. С едой проблемка. С медикаментами все супер. Коек свободных 23. Па-па-пам, па-па-пам. Кстати, дерево кончается. Вот это меня немножко беспокоит. Это меня немножко беспокоит. Но тут еще есть. Зацепиться немножко. Ладно. Что делать-то? Придется, надо им отправлять. 50 древесины отправлю. Либо 30-50. Ладно, давайте отправим. Отношения нейтральные. Блин, когда мы уже подружимся, ребят? Пожалуйста. Кстати, хотел зайти вчера в этот, скажи, в Ремнант, катануть с вами. Но у вас этот был full сетап. Не удалось. Хотел попробовать ее вообще, как она вообще в деле, что за игрушка такая.
которую вы так расхваливали. Так, горячие ключи. Последний долг. Сэр, нашим людям не нравится, что их товарищи похоронены в горячих ключах. Они хотят убедиться, что их предадут земле с почестями и требуют построить молельный дом на кладбище в горячих ключах. Да ё-моё, ну блин, ну зачем я отправил ресурсы сейчас? В принципе, горячие ключи обрадуются. Ну и хрен с ним. Хрен с ними. Так, 30 еды есть. Ну, вернее, скоро прибудет к нам. Надо было написать, чтобы мы что-нибудь придумали. Да я уж не стал как-то тревожить. Значит, в следующий раз, подумал я. Чебуростик, приветствую тебя. Спасибо за 20 мой пальчик вверх. Спасибо большое. Так, а тем временем у нас прокачалось уже что? Термоизоляция поста. Это, кстати, очень круто. Это очень круто, и ребятки могут работать мои комфортно. Можно сказать, 24/7. Так, теперь главное тут вспышку не пропустить. 20 единиц древесины. Возможно, потребуется сейчас перестроить лесопилку эту. Сколько стоит лесопилка свежая? Ну, новая. 10. Может, сразу построить ее? Сразу поставлю, пока древесина есть. Так вот. Удачи. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Чебурослик. Так, а у нас опять большие проблемы с едой. Так, и что касается исследований. Может быть, все-таки грузовой подъемник сделать? Термостат для печи. Стоп. Минус 60 будет. То есть мы сутки, получается, возможно, не сможем добывать. Главное, чтобы в лесопилке не звучал лесоповал. Лесоповал. Это типа группа такая, что ли? До завтра, бро. Давай, до завтра. Давай. Так, исследовать. Развалины города, разрушенного тиранией эгоистичного и некомпетентного лидера. Город погиб, когда плохо собранный генератор получил непоправимое повреждение и взорвался. Не думали, что когда-нибудь вернется сюда? Это не про меня, что ли? Потому что у меня, по-моему, взорвался генератор. И не один раз. Так, исследовать. Так, беглецы давно ушли, и мы не знаем, что с ними стало. Кроме нескольких детишек, которых переправили в Нью-Лондон. Винтерхолм стал памятником человечеству, невежеству и гордыне, а природа довершила разрушение. Вьюга покрыла обломки слоем льда и снега, и только симметрия высот и провалов, напоминая, что под белым покровом лежит творение рук человеческих. Обнаружена детская шахта и уничтоженный автоматон. Блин, жалко. Было бы неплохо, если бы он был бы в рабочем состоянии. Я сам в шоке. Только тяжелый рок. Да, только хард-рок и хэви-метал.
Так, что у нас получается? Еда, дерево и сталь. Ну давай. Хоть что-то. Детская шахта. И уничтоженный автоматон. Детская шахта. Короче, давайте дойдем до шахт. А потом мы, наверное, будем возвращаться до базы. Какие поселения не нашел. Так и поселения не нашли. Дико печально. И дико печально, что я все еще ничего не поставил на исследование. Так, больница. Кухня. Подъемник. Обычные угольные шахты, а также паровые и улучшенные станут 10% эффективней. Я даже не знаю, что делать. Легкие сани. Может, легкие сани. Короче, у меня напрашивается единственный... Или больница. Или все-таки грузовой подъемник сделать. 30-20. Или сани. При скорости, так, благодаря улучшенной конструкции саней скорость разведчиков вырастет на 50%. 50. Ну давайте все-таки разведчиков сделаю. Сложный выбор. Давайте разведчик. Опаньки. У меня, кстати, время на исходе. 9 дней осталось, я все еще никого не нашел. Это печалька. Это печалька. Браво, бро! Приветствую тебя, старичок. Спасибо, что заглянул. На, так сказать, ламповый стрим по игре Frostpunk. Я даже не знаю, что сказать. 30 еды. 12 часов. Может, в детской шахте хоть кто-то будет, а? Пожалуйста. Прошу. Мне нужно найти. Я даже боюсь уже сохраняться. Так, все. У нас проблемка с лесопилкой. Давайте ее разберем. Так, проблема с отоплением. Холодное жилище. Капитан, некоторые беспокоят низкой температуры в жилищах. Люди резонно замечают, что из холода можно легко заболеть из-за холода. И просят вас что-нибудь с этим предпринять. Так, нужно начать отапливать холодные дома. 7 штук. В течение 2 дней. А затем обогреть их 2 дня. Нужно начать отапливать холодные дома 14 штук в течение 24 часов. А затем обогреть их. Блин. Недовольство немного вырастет. Можно отложить, кстати. Браво, бро. Всем привет. Эй. Приветствую тебя, браво, бро. Еще раз приветствую тебя. Может быть, все-таки недовольство пусть подрастет. Потому что у меня проблема с этим обогреванием. Вот так вот сделаем. Ничего страшного, потерпим. Ну в смысле, прохладно же, нормально живет. Чё начинаете? Всего лишь прохладно.
Что можно сделать с этим? Здесь есть дом, ну блин, надо прокачивать третий уровень. Что еще можно сделать? Что еще можно сделать? Если я сделаю это, расширение батареи, улучшенный поддув. Да, тут явно надо вот это прокачивать, чтобы что-то поднять. Сколько это стоит? 100 древесины, 50 стали. Тогда я смогу прокачать печку. Да, я бы не смог выполнить обещание для этих бедолаг. И, кстати, мне еще вот эти... Но тут вроде времени идет. Вот тут вот проблема у нас. 9 дней. Это не беспокоит. Так, ну что вы тут строите? Не строите лесопилку? Я, конечно, извиняюсь, что прошу вас работать в минус 50. Ну, по крайней мере, не в минус 60. Это единственное, что должно вас согревать как-то. Блин, я бы вообще, наверное, не смог работать в минус 50. Меня бы скрючило через 10 минут на улице. Я в минус 30-то охреневаю, а в минус 50. Это просто ад. Это ад на земле. Я люблю, когда оптимально. Ну, градусов 25, там 26. Идеальная температура. Так, груз на месте. Супер. Так, ну вот, уже заболели. Давайте. Заступайте на вахту, будете работать. Тут 220 древесины. Маловато, конечно, маловато. Пум-пум-пум-пум, через 5 часов. Блин, сани, ё-моё, на сани, наверное, самые первые вкачивать, чтобы они быстрее ползали, блин, по этим снегам адским. Ах. Браво, бро. Браво, бро. Спрашивает, спрашивает, а? Давай, смог. Давай, спокойной ночи. Спасибо. Спокойной ночи. Жалко, что ты не увидишь, как я буду выживать в минус 60. Но, может быть, в записи глянешь. Так, давайте, короче, немножко промотаем. Угу, дошли. О! В смысле, мы нашли? Так, дети шахт. Мы зашли внутрь, оказывается, шахтные штреки, опускающиеся намного ниже уровня мерзлоты, стали прибежищем для десятков детей и кучи хрупких стариков. Горные комбайны давно вышли из строя, и теперь уголь добывают дети, а маленький рост позволяет им легко перемещаться по туннелям. Дети горды самостоятельностью и не желают
перебираться к нам. Мы можем помочь им улучшить условия в обмен на уголь. Оу. В смысле, так у вас же шахта, камон, какой уголь? Мы их поддержим. Найс, наконец-то нашел кого-то. Супер. Правда, у меня у самого угля маловато. Так, что делать надо с этими шахтами? Так называемыми детской шахтой. Ну, я не знаю, давайте вернемся в поселение, что ли? Вернемся в поселение и начнем поддерживать детей шахт. О, кстати, а может они на работяг отправят каких-нибудь? Но это не точно. Давайте, пора уже работать. Ребята, давайте. 8 часов. За станки. Так, ну что, лесопилка работает. Эти, уголь. О боже мой. Как угля мало, а? 129. Так, мне похоже, пора строить уже шахту под уголь. Блин, я даже не знаю, что делать. Мне нужны руки рабочие. Самое интересное, что я нашел эту шахту, но почему ничего не происходит? Так, я не понял, почему... Отправьте стройотряд для постройки торговой базы. Ё-моё, что-то я не то сделал. Так, стройотряд. Так у меня нету рабочих... А, боже мой, у меня нет рук свободных. Да, такое себе, конечно, задание. Да. Где найти людей? У меня все впритык. Последние люди у меня замерзли. Вернее, ну, часть замерзла, часть. Блин, все-таки мне надо сопроводить с собой людей. Да. Если бы построил лазарет, возможно, даже я спас бы бедолаг этих от смерти. Так, еда. Нам нужно много еды, нам нужна еда, нам нужны рабочие. О, рабочие! Кстати, рабочие. А сколько, интересно, они нам отправят? Сколько человек отправили нам? Блин, 5 человек. Ну серьезно, ну только 5. Ну почему только 5? Так, теперь надо придумать. Надо придумать, где не найти. Где найти людей? Отсюда можно высвободить. О, кстати, у меня что-то 2 человека. Можно минус 5 человек отсюда высвободить, да, гайс? Как вариант. Да-да-да, 5 человек я отсюда высвобожу.
И будет просто идеально. Эх, и 9 дней осталось. Так, компенсируем мы потерю 5 человек. Компенсируем мы... Компенсируем мы подъемниками. Да. Компенсируем подъемниками. Так, ну пока план такой. Может попросить их побольше поработать. Не стану. Не, и так работают. Усиленно. Так, может что-то здесь сделать, кстати. Можно построить... так, мы можем иногда наливать людям горячительного, чтобы унять их телесную и душевную боль. После введения этого закона следует закон... Так, каждая выдача еды будет немного снижать недовольство. Поедание супа будет вызывать меньше недовольства. Так, интересно, как это повлияет? Лишь бы они не спились у меня. От адского самогона. Может, дом удовольствий? В каждом пабе можно нанимать проституток, чтобы дополнительно снизить недовольство. Надежда немного упадет. Надежда упадет. А здесь вроде все идеально. Давай. Надеюсь, они не собьются от выпивки меня. И где не замерзнут в мороз. В снегах. Так, осталось 4 часа. Давайте я увеличу. Все-таки увеличу, надеюсь, блин. Надеюсь, это будет нормально. Не критично, так сказать. И я так и все еще не могу найти поселение, чтобы они были неладные. Хотя странно, вот же не детские шахты. Почему я не могу? Детские шахты. О, стой, что-то я это... Так. Через 4 часа будет. Через 4 часа. Ясно. Очень опасненько. Кстати, ребята, не забывайте ставить лайки, ну, если вам понравилось. Ну, или в целом нравится, подписываться на канал и прожимать колокольчик. Вам не сложно, мне приятно. О, чаечек допил. Жить можно. Блин, козлы, они не успели. Ну, за это они отправятся на работу раньше. 6 часов будут потрачить. Так, 2 часа осталось.
О, видимо, приняли немножко выпивки, подрались в папчике. Ну, вернее, подрались на бойцовской арене. И приятно Странно, хотя у меня же есть паб, там есть спиртное. Зачем им еще самогон? Что за прикол? 7 человек на лечении, 8 на лечении. После драки, что ли? Кому-то сломали нос. Стой, 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 стой. Так, что? Что? Ага, вижу, 5 человек пришло. Приветики, игротека. Требую симуляторы вождения. Спасибо за лайк. Ну блин, я не знаю, симуляторы будут. Симуляторы будут. Ждем, ждем, когда выйдет дополнение. Ждем, когда выйдет дополнение к SnowRunner. Так, что я хотел? 5 человек нужно освободить от работы. 5 человек. Так, и теперь мы можем сформировать банду. 50-50. Только другие симуляторы? Ну блин, SnowRunner, он же такой крутой. Я люблю SnowRunner. У меня такое довольное лицо, когда я езжу по грязюке. По-моему, последнее DLC... Ну, вернее, не последнее, там, может быть, еще несколько будет. Ну, посмотрим. Симуляторы, почему нет, может быть. Пройду вот с... Как это называется там игра? Frostpunk. Пройду. Потом, что еще у меня есть? Mortal Shell. Не знаю, пройду, не пройду его. Но если дропну его, то, возможно, что-нибудь еще подыскать придется. Так, ладно. Ё-моё, мне опять еды нет. Опять нет еды. Так, ладно, попробуем. Стройотряд. Стройотряд. Надеюсь, мы успеем. Так, но мне нужно будет потом им уголь прислать постоянно. Так, и надо запросить, короче, все-таки надо еду. Или обменять. 30-50. 30-50. Давайте обменяем. Ну ладно, грязь месить я тоже люблю. Я специально скачал игру, где можно помесить грязь. Да, блин, грязь месить это же самое благородное дело. Это ж такое удовольствие. Ездить по грязюке. Так, что у меня происходит с углем? Более-менее. Более-менее. Давайте ускоримся. Посмотрим, посмотрим. Я читал на форумах, что они должны были выпустить дополнение в понедельник, но почему-то все перенеслось. Возможно, на среду. Поэтому ждем. SnowRunner. SnowRunner. Потом посмотрим, что будет дальше. Может быть, еще какой-нибудь симулятор. Симулятор. Но самое главное, мы ждем Cyberpunk. Опаньки. У меня уголь закончился, гайс.
Офигеть. У меня закончился уголь. Ну, вернее, блин, серьезно? Ну, да, Мэдранер тоже хорош. Погоняй по асфальту. Я еще успею, думаю, успеет погонять по асфальту. Найдем какую-нибудь достойную игру по типу Евротрак симулятора. Во! Экспедиция, отряд вернулся в город. Что мы? Сталь, дерево, еда, пайки. Неплохо. 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 Еда есть. Жизнь налаживается. Так, секундочку. И что-то мы еще вкачали, да, ребят? Что мы еще успели вкачать? А, грузовые подъемники вкачались. Так, дальше теперь это... ЕТ, стоп. Согласен. Там вроде даже дополнение вышло какое-то. Посмотрим, может быть ЕТС-ку все-таки запущу. Всю проходить не буду с первых, так сказать, миссий. Какой-нибудь последний DLC, может. Посмотрим, что там. Как-то надо разбираться еще. Так. Мне надо, короче, что, вот это вкачивать? Наверное, уже начинать вкачивать. Оптимизация добычи. Да, давайте. Апгрейд. Так, и вы еще ждете, да, все-таки кого-то? Мне нужно искать поселение. Чертово поселение, где вы? Алло. Мне осталось 8 дней. Так, и что у меня по дереву? 130 единиц дерева. Тоже печалька. Так, тут идет 20 единиц свежего мяса, и мы тут отправили ресурсы. Так, последний более-менее погожий день. Потом будет минус 60. Потом будет минус 50. И очень продолжительное время будет. Причем. И у меня все еще вот это не построено. Построить торговую базу в детской шахте. Ну они пошли уже, ну кому? Вот они идут. Не знаю, сколько им потребуется. 9 часов. Все замедлилось, так я не понимаю почему. Но очень медленно. Мне надо, короче, эти утеплители ставить, потому что это ад. Не просто дохнут у меня все. От холода. Здесь супер холодно. Ну терпимо. Сколько по времени? 4 часа. А, так они даже должны успеть. До конца вечера. Ну, до конца смены. Прокачать. Так, что у нас тут? Груз. Груз доставлен. Так, мне нужно еще 10 бойцов надо. Капец, я им качал санки, а они все равно очень медленно ходят. Новые разведчики. Кстати, надо разведчиков еще сделать. Блин, у меня нет людей. Где мне взять людей? Я не понимаю.
Так, тут все идеально с углем, прямо шикарно. С едой проблемы, как обычно. С домами все хорошо. Как говорится, живем и выживаем. Блин, чё? Так, что случилось? Неудобная правда. Сэр, наши люди, которые ликвидировали последствия извержения гейзера в горячих ключах, обнаружили, что виноваты в нем, скорее всего, мы. Вы что, издеваетесь? Видимо, мы потревожили подводное течение, когда чинили насос. Некоторые местные уже считают, что извержение природа наказала нас за то, что мы принесли в горячие ключи технологии. Что делать? Вы что гоните, а, сектанты чертовы? Возложить вину на гейзер. Сознаться и попросить прощения. Благосклонность горячих ключей упадет до нуля. Горячие ключи обрадуются. Не, давайте все-таки на гейзер. Идите в жопу, это все гейзер, какого хрена? Сами живете на гейзере и на горячих ключах что-то еще нам предъявляете. Ну, это гон, это гон. Осуждаю. Так, а что у меня с ними, как взаимоотношения? Во, среднее отношение. В принципе, нормально, норм. Не сильно мы с ними посрались. Но у меня 17 голодных ртов. Так, ладно, через 4 часа мы дойдем до этой детской шахты. И потом мне прилетит ответка от New London. И эти почему-то супер долго, я не понимаю. 15 часов, ну серьезно? Могли бы ускориться. Новые санки там подогнал. О! Так, мы прокачали, кстати. Так, теперь топление. Позволяет расширить радиус любой печи на 50%. Это не то. Позволяет поднять температуру любой печи на 2 уровня. Вот надо, короче, вот это. 40 и 25. Мне кажется, это просто будет идеально. Чтоб они дико не замерзли. Погнали. Погнали. Так, ладно, придется все-таки им поработать это сверхурочно. Я, конечно, прошу прощения, но, блин, на носу холода, минус 60. Так что придется потерпеть. О, 6 часов осталось. Лучше не поддуть. Так, блин, странно, что эти еще не бастуют. Они у меня уже очень давно работают, кстати. О, движуха. Так, все-таки, ребятки, извините меня, но надо сохраниться, по-моему. Время пришло сохранить. Опасно. Опасно. Нет. Опасность. Дробил мониторинг. Опасность.
О, нифига себе. 47 FPS всего выдает игра. Ну, вместе со стримом. Жористая собака. Так. Построить торговую базу. Когда мы последний раз отправляли сюда людей, шахта была населена. Мы видим дым. Здесь явно живут люди. Так блин, камон, я же нашел поселение, в чем проблема? Так, что мне делать теперь? Благосклонность средняя, отношение крайне, переговоры. Типа что, мне нужно уголь отправить им, что ли? А, во. Детская шахта. Благодарим за торговую базу. Теперь можем помогать друг другу. И еще кое-что. Так. Чем можем вам помочь? У нас проблемы. Можете помочь? Нам катастрофически не хватает базовых построек. Будем благодарны, если вы поможете нам наладить базовое здравоохранение и отремонтировать временное жилище. Еще нам нужны пайки. Без них мы долго не протянем. Мы подумаем. Так, у нас проблема. Вы получите 50 стали. О, кстати, у них угля полно. А чё они тогда гонят, что им нужен уголь? 100 угля. Древесина у них есть. И сталь. Так, ну это пока все. Прощайте. Так, 50, 25, ремонт домов. Пищевые пайки. Медицина. Эх, что такое-то, а? Мне нужны люди. Как им это донести? Так, 60, 90. 60, 90. Может, все-таки отправить им что-нибудь? По идее, надо им еду отправить. У меня еды очень мало. Давай, ладно, отправим ей ремонт домов. Так и быть. С едой у меня у самого проблемки. О, они отправили нам уголь, кстати. Это значит, я смогу перевести, наверное, вот этих ребят в обычный режим. Как порция угля придет, можно будет как раз снизить рабочий день, уменьшить время. Опаньки. А вот это проблема. Вот это проблема. У меня с древесиной уже все, можно сказать. Финита ля комедия. Так, сейчас будет, кстати, адовый холод. И лесопилка не сможет работать. Единственное, что сможет работать, шахта. Ра-та-ра-та-ра-та-та! Не знаю, может быть, прокачать падших женщин. Дом удовольствия. Ну, по предыдущим частям у них были проблемы. В плане венерических заболеваний. О, кстати! Радикально ли? Я же могу привлечь этих. Детский труд.
Медики. О! Дети будут в безопасности, если их оставить на день в детском убежище. Заодно. И не набитокурят. Кстати. Да, вот эта тема. Вот эта тема. Я что-то совсем про нее забыл. У меня аж, смотрите, гайс, 13 детей. Я могу их отправить в те же самые лазарет. Вместо инженера. Блин, я совсем забыл. 10 человек, ребят, 10 человек. Можно высвободить. Капец, я вспышку проворонил. Так, ну что, минус 60, готовы? Вы готовы? Ай-яй-яй-яй-яй, еды нет. Боженьки. Боженьки, за что? На, запрашивать еду. Нам нужна еда. Надо было раньше запросить. Капец, они сжирают все моментально просто. Опа, древесина и еда. А сквозь лед видны развалины рыбацкой хижины. А дерево разбилось в щепки, оно нам пригодится. О, еда. Руины обсерватории. Снегоход. Автоматон. Один часов. Один день. Я не знаю, блин, ребят, ну что за гон? Каменная стена. Где искать это убежище, я вообще без понятия. Давайте сюда дойдем, я хз. Все, минус 60. Вообще жопка. Просто жопка началась. Там очень холодно, вот здесь. Так, смотрим динамику. Уф. Холодно. Холодно. Тут еще более-менее. Тут, наверное... Может, не стоит выходить на работу? Что-то прямо какой-то ад, я бы сказал. Сейчас проверим. Сейчас посмотрим, это все запустится. Очень холодно. Ну, короче, у меня сейчас должны эти самые печки подготовиться. Должно быть, станет потеплее. Блин, я надеюсь, они продержатся сколько? Час. Пожалуйста, подержитесь только часик. Лютая дичь. В грустном месте. Детская шахта, неплохо, кстати. Может, что-то запросить можно. Сталь, древесина, уголь. Пока все. Прощайте. Мне нужны люди. О, кстати, ребятки. Так. Мы можем перевести. Так. На обычный рабочий день, короче, переведем. Ё-моё, то есть будет минус 50, потом опять минус 60. Да что ж такое-то, а?
Ладно, пока отдыхайте. Блин, с едой проблема. О, чекаем. А где режимы? Стоп, 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 где режимы? О, ну-ка. Как-то... В смысле? Почему ничего не произошло? Алло. Интересно. Супер, просто интересно. Ничего не случилось. Может, типа надо расширить зону? Вот, тут супер комфортно стало, кстати. Так, а здесь нет. Здесь по-прежнему очень холодно. И очень некомфортно. Так, ладно, я, короче, пока закрываю шахту. Так, барак надо это прокачать. Все до него руки не дошли. Так, ну окей. Так, похоже, опять будет похолодание лют. То есть будет опять минус 50, потом опять минус 60. Что нам нужно сделать для того, чтобы было комфортно жить? Тепловые зоны, что ли, увеличить? Термоизоляция кухни, термоизоляция больницы. О, может дом построить? Ну, прокачать. Нет, 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 все-таки нужно... Так, еще раз. Обогреватели потребляют меньше угля. 60-40. А, это с углем. Rocket Play, здоровенький был. Приветствую тебя. Морозный лайк, спасибо. Спасибо тебе большое. Расширение батареи. Или все-таки может что-то из этого. Или ресурс. Можно, кстати, эффективный сбор сделать. С этим проблемы такие. Ладно, давайте этого пробуем. Может, прокатит. Самое главное дожить до минус 50. Там небольшой отрезок, опять минус 60. Так. Ах, стой, 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 ё-моё. Ай-яй-яй-яй, у меня все, конец. Баста. У меня нет древесины. Так, начинается уже это. Волнительные моменты. Нет древесины. Осталось 7 дней. Так, ладно, тут еще есть древесинка. Лесопилка. О, в смысле, тут дорога есть, что ли?
Ну да, дорога есть, кстати. Неплохо. Дорога есть. Так, древесина будет. Окей. Ну, сколько их будет? Я хз, конечно. Какое количество? Может быть 100 единиц, может быть 150. Так. Ага. И тут у нас, короче, мы упираемся в то, что нечего собирать, что ли, ребят. Вы так со мной не шутите. Да ёкарный бабай, где? Где это поселение? Ах, купол обвалился уже давно. Вероятно, под весом снега. Мороз завершил разрушение. Вьюга прибрала остатки. Здесь для нас ничего нет. Склад товаров. Стали дерево. Да блин, где чертово поселение? Так. Сколько идти по времени? 11 часов. Осталось 6 дней. Короче, идите сюда. Надеюсь, что там они найдут кого-нибудь. Пожалуйста. Мне нужны люди. Люди. Так, детское убежище стоит 23 сим. 23 сим и 5 стали, кстати. Можно построить. Детское убежище. Где его только построить? Здесь можно. О, идеально. Идеальное место. Так. Идеальное место. Так, детское убежище есть. Это неплохо. Печки работают на 2-м уровне. Отлично. Сейчас можно снизить. О, кстати, а как она... Мне нужно печку, интересно, делать. Рядом с детским убежищем. О. Найс. Так, так. О, 330, кстати, дерево. Неплохо, неплохо. Еще можно жить. Здесь у нас все, как вы видите. Все выработал. Давайте, пора делать. Ребятки, стройте убежище. Делайте вещи. Ах, надо, короче, еще что-то с едой делать. У меня опять еда кончается. У меня опять кончается еда. О, убежище. Так, что там? Блин, там прохладно. А, нет, не убежище. Очень холодно. Очень. Так, стоп. Какой-то закон можно принять.
Можно сделать медики-ученики, можно сделать инженеры-ученики. То есть у меня будут 10 детей. Или 10 медиков детей. Или сколько там у них? 13. Давайте сделаем... медики. Пусть работают. Да? Теперь у меня... Так, есть свободные руки, кажется. А нет, почему-то нету. Почему я не могу сюда назначить? Дети под присмотром. Детское убежище построено, и дети находятся там под присмотром взрослых. Жители могут работать. Не беспокойтесь за судьбу своих детей. Супер. А тут ой-ой-ой-ой-ой, холодно. Тут смертельно холодно. Ай-яй-яй. Короче, сейчас, секунду. Надо где-то здесь построить печку. Где-то здесь печь. Не, почему они недоступны, я не понимаю. Не понял. Медики, ученики. Так. Образование. Ключ к вашему будущему. Давайте будем учить детей медицине, чтобы они помогали с лечением. После введения этого закона, следующий закон, дети из детских убежищ будут помогать в медучреждениях, повышая их эффективность. Как это? Как их пригласить-то? Засада. Во, теперь все в шоколаде. Теперь все в шоколаде, гайс. Да, только единственная проблема, опять же, возвращаемся к нашим жизненным проблемкам. 6 дней осталось, чтобы найти чертово поселение. Почему это не поселение? Что не устраивает? Тем более тут написано развитие поселения. Найдите другие поселения в молодых землях. Вот, я же нашел. Или через 6 дней прилетит ответка. Ну это же поселение. Ладно. Не очень понятная, короче, эта задача. Возможно, это приведет к сливу. Ну ладно. Смотрим. Смотрим, что будет дальше. Очень быстро кончается уголь, кстати, заметьте, ребятки. Тут у меня осталось 32 единицы. Ну, сейчас будет потепление. Давайте ускорим. Во. Стало полегче, но еще терпим. Так.
Так, первый уровень. Первый. 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 Еще терпят. Первый. Тут еще терпимо. Так, кстати, запускаем этих работяг. Так. Да, пусть начинает работать. Пусть начинает работать. Блин, не может расформировать, а... Хотя нет. Тут нет пациентов, кстати. Может так сделать пока что? Законсервировать. Так, и короче, надо еды. Нужна еда мне, моему поселению, и нужна еда вот этому поселению. Блин, просто взрыв мозга. Просто чертов взрыв мозга. Так, расширение батарей. Кстати, изучено. Они по дефолту применились? Да, они применились по дефолту. Пока нет. Хотя вот это вот место надо бы, наверное, прокачивать по полной. Но эффекта никакого. Да, эффект. Холодно, ну. Такое себе, конечно. Так, что тут у нас дальше? Что дальше? Что делать будем, а? Ребятушки. Блин, где я не представляю, где мне брать людей. Обменять ресурсы на еду. Давайте так и делаем. Ресурсы на еду. Я надеюсь, вы наскребете побольше. Так, сталь нормально прибавляется. Древесина 293 тоже прибавляется. С углем, кстати, у нас наблюдаются проблемки. Геймвей Рус. Приветствую тебя. Не замерз еще там? Ах. А мне-то норм. Мне норм. Вот моим бедолагам. Они страдают. Сейчас будут жаловаться. Так, детские убежища. Надо же, хоть что-то, так сказать, приятное. Так, благодарственная записка.
Мы просто хотели поблагодарить вас. В Лондоне только богачи могли себе позволить не отправлять детей работать. А в вашем новом мире все будет по-другому. Заметно. Хорошо. Хорошо, что никто не жалуется. Они просто благодарят меня. Значит, я делаю все правильно. Ребятки. Единственный момент. Мне нужны люди. Где найти людей? Ну что ж такое-то? Так, уголь. Секундочку. С уголь... Ой-ой-ой. Проблемки с углем. Оптимизация добычи угля можно сделать. Или эффективный сбор. Благодаря лучшей организации труда, ресурсы из кучи угля станут обломка будут добываться на 15% быстрее. Позволяет строить паровые угольные шахты. Крутая тема. Изоляция склада. Армейская... Вот же, ё-моё. Вот что мне нужно, чтобы те бедолаги у меня не тухли. Черт. Так, и где-то еще потребление же было. Надо потребление уменьшить. Минус 50 это с но тут у меня было только что минус 60. Это уже палево. Это палево. Дом плюс 20, то прохладно. Да и не говори. Я минус 30 на улице охреневаю. А тут минус 50, еще люди работают. Ну, типа, работают. Это жестко. Так, может быть, все-таки вот это сделать. Обогреватели меньше угля потребляют. По идее, надо вот это. Но у меня пока нет ресурсов. Пока нет ресурсов. Так, сейчас чекну, что у нас тут по пациентам. 10 из 10 заняты. Тут у нас тоже... А нет, в принципе, все норм. Все норм. Короче, такое ощущение, что мне придется все-таки продлевать рабочий день в бригаде УХ. Давайте. Да, короче, да, надо работать. Надо работать, хотя бы вот этим поработать подольше. О, кстати, уже время. Время-то уже пора спать. Пец, жесткая, ну вернее, долго играй. Второй стрим уже? Или какой там уже? Третий? Или второй? Какая часть? А, третий стрим уже. Так, какие-то проблемки. Протесты из-за отопления. Так, холод в жилищах. Капитан, люди решили устроить протест против холода в домах. Они злые. Несмотря на то, что холод представляет риск для здоровья, вы ничего не предпринимаете. Народ требует от вас действий. Да ё-моё. Начинается свистопляска. Нужно начать отапливать холодные дома. 7. В течение 2 дней. Затем обогревать их 2 дня. Что ж, придется действовать. Так, через осталось времени сутки, чтобы начать обогревать. Сутки, да? Я ж так все сожгу, все ресурсы.
Так, ладно, придется, наверное, что? Потратиться на обогреватель, что ли? Так, сейчас, секунду. Чекаем. Если я подрублю второй уровень, что это даст? О! Кстати, смотри, что стало лучше. И надо продержаться что? 1 день продержаться. О, кстати, неплохая идея. Неплохая идея. Ради бога. Так, радиус 2. Ну, короче, ладно, в принципе, сделал, да, приемлемо. Теперь осталось продержаться. В принципе, должен успеть, ну, по времени продержаться. Поэтому не все так плохо. Единственная проблемка опять с едой. Фух, ладно, ребятки, давайте на этом, наверное, закончим. В принципе, все хорошо. Ну, недовольство у нас на самом низком уровне. Надежда у нас почти на максимальном уровне. Еды нет, но она скоро подойдет. Ресурс более-менее есть. Ну, я думаю, все будет хорошо. Поэтому, чтобы не пропускать следующий стрим, подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй. Так, всем спасибо, что сегодня были со мной, смотрели. Всем спокойной ночи, спасибо за 20 лайков. И увидимся в пятницу. Увидимся в пятницу. Пока-пока.